Львы – одни из самых опасных животных на планете. Они опасны, когда защищают своих детенышей, территорию или выслеживают добычу. Но когда этот лев заметил брошенного детеныша леопарда, он совершил поступок, который эксперты не смогли объяснить. У всех нас есть свои стремления и увлечения, и один человек, Сэм Чакрабарти, научный сотрудник, защитивший докторскую диссертацию, заинтересовался изучением поведения животных. В течение многих лет он изучал причины определенного поведения животных и факторы, которые его вызывают. Во время своей работы он обнаружил примечательные различия в отношениях между животными. И вот однажды он заметил нечто необычное в отношениях льва и детеныша леопарда. В животном мире необычно видеть, как соперничающие виды по какой-либо причине собираются вместе. Вот почему, когда Сэм и другие специалисты парка увидели, как лев приближается к детенышу, они поняли, что малыш в опасности. Но все быстро приняло шокирующий оборот, когда лев придумал необычный план. Видите ли, львы и леопарды не ладят. Они конкурируют друг с другом за пространство и пищу. Они постоянно враждуют, сказал Сэм. В тот день, когда животные наблюдали, как лев приближается к детенышу, они затаили дыхание. Они так долго изучали животных, что были хорошо знакомы с их повадками, поэтому могли с уверенностью сказать, что лев готовится к пиршеству, и то, что произошло дальше, укрепило их в этом. Внезапно львица остановилась как вкопанная и спряталась в траве. Преследовала ли она детеныша леопарда? Исследователи опасались. Видите ли, у львов относительно маленькие сердца и легкие, и они не очень быстро бегают, поэтому они полагаются на выслеживание своей добычи и бросаются на нее только тогда, когда животное приближается на близкое расстояние или когда жертва отворачивается. Поскольку они не хотят, чтобы их заметили или спугнули животное, они прячутся в траве до тех пор, пока не настанет подходящее время для нападения. Именно этим лев и занимался. В течение следующих 15 минут лев не сделал ни единого движения. Лежа на траве, она не сводила глаз с детеныша леопарда, наблюдая и просчитывая каждое его движение. Эксперты наблюдали за происходящим с широко открытыми глазами и молились, чтобы, несмотря ни на что, детеныш леопарда не покинул своего места. Если бы он это сделал, то попал бы прямо в логово врага. В течение следующих 5 минут во всем помещении было тихо, и можно было даже услышать звук падающей булавки. Никто не пошевелился. Ни лев, ни котенок, ни даже наблюдавшие за происходящим мужчины, но несколько минут спустя одно из животных нарушило тишину. Повинуясь непреодолимому импульсу, львица внезапно высунулась из своего укрытия, посмотрела в сторону котенка и издала очень глухой рык, а затем снова спряталась. Почему она рычала? Пыталась ли она отпугнуть котенка? Или она хотела, чтобы он подошел поближе? Что еще хуже, не попался ли котенок на уловку льва? К сожалению, он попался. Детеныш леопарда встал и направился в сторону льва. Когда он подошел совсем близко к тому месту, где лежал лев, он сел рядом на траву. Этот маленький зверек даже не знал, что лев прячется в траве, поэтому он просто продолжал играть на песке, пытаясь развеять скуку. К тому времени львица подняла голову и теперь пристально смотрела на леопарда. Начало казаться, что у животного нет выхода, но лев по-прежнему не предпринимал никаких действий. Не передумала ли она? Не пыталась ли она просчитать свои действия, предположили эксперты. В этот момент львица встала и со всей силы бросилась на котенка. У экспертов отвисла челюсть, и они поняли, что пришло время вмешаться и спасти детеныша леопарда. Как раз в тот момент, когда они собирались это сделать, львица внезапно остановилась как вкопанная. Она осторожно приблизилась к голубоглазому леопарду. Казалось, она старалась его не напугать. Эксперты продолжали наблюдать, преисполненные благоговейного трепета. Видите ли, эта львица недавно родила 2 львят, и она была замечательной матерью. Я видел, как она заботится о своих детенышах. Она бережно обращается с ними, сказал один из мужчин. Итак, когда лев догнал детеныша леопарда,
Мощный материнский инстинкт взял верх. Она погладила шкуру леопарда, и малышка сразу почувствовала себя в безопасности рядом с королем джунглей. С этого момента она заботилась о ней как о собственном потомстве. Каждый раз, отправляясь на охоту, она вспоминала о леопарде и возвращалась с едой для нее. Но эта львица была не единственной дружелюбной львицей. Ее львята также протянули руки дружбы своим братьям и сестрам. Они играли вместе и последовали за львом на дерево. Вот один из прекрасных моментов, когда леопард набросился на голову одного из своих приемных братьев. Эта невероятная связь, несомненно, была самым потрясающим моментом, с которым я сталкивался. Я никогда не видел ничего подобного. Эти прекрасные отношения продолжались в течение месяца, пока однажды эксперты не обнаружили мертвое тело леопарда возле водопоя. Вскрытие показало, что животное, скорее всего, умерло из-за бедренной грыжи, которая была у него с рождения. Хотя и печально, что леопард не остался надолго, приятно осознавать, что он провел лучшие времена в своей семье. Отличается от его собственной. Когда эта львица выследила мать одной антилопы, она повернулась к ее детенышу и сделала это. Один фотограф, Одри де Виссер, работал в национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Ему нравилось фотографировать дикую природу. Он также был очарован львами и любил их фотографировать. Однако часто ему удавалось запечатлеть этих свирепых зверей только во время охоты или прогулки со своим прайдом. Но однажды ему представился шанс запечатлеть встречу, которая надолго запомнилась ему. Я живу здесь уже несколько лет и делала всевозможные снимки, однако я надеялась, что когда-нибудь мне удастся запечатлеть редкий и проникновенный момент, который я буду брать с собой, куда бы я ни пошла, сказала Одри. Однажды, находясь в парке, Одри услышал, что два льва пируют на антилопе. Он тут же взял камеру и направился к месту происшествия. Я чуть не свернул с полпути. Я уже сделала несколько снимков, на которых львы охотятся на свою добычу, и подумала, а что в этом было бы по-другому? В любом случае, я все равно шла вперед, и меня бы переполняло сожаление, если бы я повернула назад. Я бы даже себе этого не простила, объяснила Одри. Когда они добрались туда, львицы уже почти закончили обгладывать тушу, но Одри, не желая чувствовать, что пришел просто так, все равно сделал несколько снимков. Вскоре он узнал, что на самом деле был там по другой причине. Когда они закончили пировать, один из львов ушел, а другой отошел отдохнуть в тень ближайшего дерева. Следующие 5 минут Одри внимательно наблюдала за львом. Собирался ли он искать другую добычу или просто отоспался? Что бы в итоге ни сделал лев, Одри хотела это увидеть, и он не испытывал ни малейшего желания покидать сцену. Казалось, он чувствовал, что вот-вот произойдет что-то захватывающее. Что ж, интуиция его не подвела. Несколько мгновений спустя Одри услышал шум из-за угла, окруженного кустами, и прежде чем он успел что-либо сообразить, оттуда выскочил отпрыск антилопы. Очевидно, он спрятался, когда лев напал на его мать. Когда я увидела детеныша антилопы, я замерла. Вероятно, она подумала, что лев ушел, а он просто вышел, как будто что-то искал. Но в отличие от предположений Одри, эта антилопа знала, что лев сидит в тени дерева, и как только он вышел, она увидела, что лев сидит в тени дерева. Он направился к огромному животному. Когда это произошло, я затаила дыхание и испугалась за малыша, рассказала Одри. Вскоре после того, как антилопа выбралась наружу, лев заметил ее и встал на четвереньки. Он выглядел так, словно хотел напасть, но не сделал ни единого движения. В течение следующих 45 минут лев продолжал пристально смотреть на антилопу, но не нападал на нее. Почувствовав, что лев не причинит ему вреда, ни в чем не повинное животное отбросило осторожность и приблизилось ко льву. Он даже прополз между львиных ног, как будто пытался достать молока. Когда я увидел это, я был растроган до слез. Львица позволила детенышу поступать по-своему. Это было невероятно. Прошло несколько секунд, и львица тоже ответила на любезные жесты детеныша. Она даже подняла руки и погладила животное.
Все это время Одри снимала все происходящее. Однако пока он надеялся, что это продлится дольше, рев мотоцикла смотрителя парка напугал зверей, и этот лев совершил самый милый поступок в своей жизни. Она взяла олененка за шею и унесла как своего собственного. Это было прекрасное зрелище, и в течение следующих нескольких недель я не мог забыть эту восхитительную встречу. Несколько недель спустя группа туристов заметила олененка со львом и сказала, что они отлично смотрятся вместе и прекрасно ладят. Это показывает, что львы тоже милые и эмоциональные существа. Что вы думаете о действиях этих львов? Дорогие зрители, если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всего доброго!